если так, в общем-то, вспоминать все разговоры с бизнесменами, которые я провел в 2020 году, основная часть бизнесменов были озабочены вопросом выживания в 2020 году. То есть вопрос 2020 года: выживем или не выживем. И когда вы отвечаете на вопрос себе, что отвечаете, что да, выживем, то дальше наступает вопрос, а как дальше развиваться. Конечно, наши сети косметические очень сильно потеряли в количестве покупателей. Оффлайн-магазины, в которые мы привыкли ходить, их стали теснить онлайн-бизнесы, и в том числе маркетплейсы, онлайн-косметические магазины. Люди вынуждены были покупать много онлайн из-за существенных ограничений в передвижении. И это повлияло на наш бизнес, и мы видим это. И достаточно большой, до 20% покупателей ушло в онлайн. И поэтому наша новая стратегия подразумевает активное развитие вот в контексте онлайна. Мы видим, что, например, Китай до 40% всей косметической продукции продает онлайн. В России, если 2-3% или 4% вот сейчас продается объема. Но этот рынок очень сильно растет, очень сильно динамично. Он удваивается каждый год, и мы видим тенденцию, что через 5 лет мы можем 20-25% всего товара продавать онлайн. Для того, чтобы это сделать, нужно произвести очень коренные изменения в структуре бизнеса. Появляется такое понятие, как омниканальность. Появляется такое понятие, что покупатель уже не будет покупать в одном месте, а ему хочется приходить в магазин, делать заказ, получать доставку домой, сидеть дома, делать заказ, получать товар в магазине, приходить, например, в какую-то точку, делать там заказ и получать в пункте выдачи это. То есть и при этом их хочется заказывать и с компьютера, и с мобильного приложения, и уже, скоро мыслями хочется уже заказывать и получать там, где хочется. Вот для того, чтобы это все объединить с точки зрения технологий, нужно нам революцию технологическую сделать, по крайней мере, в нашей компании. И вот стратегия развития на следующие годы подразумевает огромные инвестиции в IT, в маркетинг, в диджитал, в омниканальность, для того, чтобы люди получили возможность многофакторного, такого покупательного эффекта. То есть они хотят покупать везде, всегда, как им удобно, по тем ценам, к которым они привыкли, чтобы все маркетинговые акции работали везде, они были одинаковые, дисконтные карты срабатывали, платить хотят телефоном, картой, наличными. И, в общем, вот это многообразие вариантов – это такой вызов определенный. Те, кто подготовился к нему раньше, они, конечно, более быстрыми темпами начнут развиваться. Я не скажу, что запоздали, но некоторые вещи мы не делали и видели, что, может быть, это преждевременно. Но вот пандемия резко, как катализатор, усилила эти процессы. Да? И вот это, например, вызов стратегии следующих 5 лет для нас.